Это Харьков. Рано утром город атаковали «Искандеры», десятки пострадавших. Также выпуски нападения с молотком в подмосковной школе. Стрельба в университете во Флориде, новый товарный знак IKEA в России. Об этих и других новостях в ближайшие несколько минут на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. В Харькове около 5 утра по местному времени ракета попала в район жилой застройки. На момент записи этого выпуска известно о 57 пострадавших. Среди них 5 детей. 13 человек госпитализированы, 4 в тяжелом состоянии. 1 человек погиб. Всего по городу стреляли как минимум 4 ракетами. По данным главы города Игоря Терехова, в них была кассетная начинка. Именно поэтому площадь поражения так велика. Он сообщил, что по предварительной информации пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных. Также около 5 утра российские военные ударили по Сумам. Погиб человек. В Херсонской области вблизи села Стойкое от удара дрона погибли 2 работников дорожной службы. Им было 36 и 44 года. Кроме того, дважды за один день, 17 апреля, российские военные ударили по Сумской области. Были атакованы объекты критической инфраструктуры. Во время второго налета дронов под удар попали спасатели, которые ликвидировали последствия первого. Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, им всем удалось спрятаться в укрытие. Повреждения получила только пожарная машина. Вечером удар был нанесен по Николаеву. Начался сильный пожар, вспыхнули склады с бытовыми товарами. Площадь горения достигла 700 квадратных метров. Впрочем, обошлось без пострадавших. В Белгородской области ночью при атаке дрона на грузовик в селе Белянка Шебекинского округа пострадал мужчина. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение. Машина сгорела полностью. Накануне в Париже прошла серия переговоров по урегулированию конфликта в Украине. В них участвовали представители так называемой коалиции желающих Соединенного Королевства, Германии и Франции, а также США и Украины. Как рассказал глава украинского МИДа Андрей Сибига, стороны обсудили в том числе прекращение огня и гарантии безопасности для Украины. Он, в свою очередь, призвал оказывать на Москву как можно большее давление, чтобы она, как и Киев, дала согласие на перемирие. Спецпосланник по Украине Кит Келлог назвал у себя на странице Векс встречи в Париже, цитата, очень продуктивными. А в Елисейском дворце сообщили, что следующие переговоры пройдут на будущей неделе в Лондоне. Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника уточнило, что европейская сторона попросила у США доказательств, что Путин действительно настроен на переговоры. Также у американской делегации спросили, какие шаги рассматриваются в качестве ответных мер, если прогресса так и не будет достигнуто. После завершения парижских встреч госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Как сообщили в Госдепе, Рубио в очередной раз передал позицию Трампа. Украинский кризис необходимо урегулировать. Ну а Лавров со своей стороны заверил американского коллегу, что, конечно же, готов работать над установлением мира. Новые заявления по войне России и Украине сделал и Дональд Трамп. Он ответил на вопросы журналистов в ходе совместного брифинга с премьер-министром Италии Джорджо Мелони. По словам американского президента, он ждет от России предложения о прекращении огня в ближайшее время. Мы свяжемся на этой неделе. Очень скоро на самом деле. Посмотрим. Но мы хотим, чтобы смерти и убийства прекратились. Трамп высказался и о подписании сделки по полезным ископаемым. По его словам, дата подписания – четверг. Однако, когда журналисты попытались уточнить, где именно состоится подписание, Трамп передал слово министру финансов Скотту Бессенту, а тот лишь отметил, что стороны пока работают над деталями. Добавлю, что накануне стороны подписали меморандум по соглашению. Об этом сообщила украинский вице-премьер Юлия Свириденко. Кроме того, Трамп заявил, что не считает Зеленского виноватым в начале войны. Я не возлагаю на Зеленского ответственность, но я точно не в восторге от того, что началась эта война. Эта война никогда не началась бы, если бы я был президентом. Я недоволен ни им, ни еще кем бы то ни было из тех, кто связан с этим. При этом еще в понедельник Трамп говорил буквально следующее. Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны быть уверены, что победите. Нельзя начинать войну с кем-то, кто в 20 раз больше тебя, и надеяться, что тебе кто-нибудь даст оружие. Миллионы погибли из-за этих 3 людей. Скажем, номер 1 — это Путин. Номер 2, положим, это Байден, который не понимал, какого черта он творит. И Зеленский. Впрочем, Владимир Зеленский также выступил с критикой Дональда Трампа. В ходе киевской пресс-конференции украинский президент прокомментировал заявление, что удар по Сумам был ошибкой. Це вбивство, і цей удар йшов сюди, в центр. Извините, это убийство. И этот удар шел сюда, в центр. Он не шел на фронт.
И рассказывать истории «я-то бью по фронту, но это ошибка». Извините, мы не можем находить оправдания, когда ты в центр города бьешь ракетами, и не одной. А если не одна, то это уже не ошибка. На фронт вместо отчисления. Такой выбор решили предлагать не успевающим студентам власти Свердловской области. Местным вузам разослали соответствующее письмо. Схема предусмотрена такая. Студенты с хвостами идут на фронт по контракту, а вуз на это время предоставляет им академический отпуск с возможностью восстановления. В прошлом году регион провалил спущенный из Кремля план о привлечении мужчин на войну, поэтому добирать его решили вот таким способом. В общем и целом схема выглядит как иллюстрация цитаты из фильма «Подкидыш». Что ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу? В подмосковных Люберцах 13-летний школьник напал с молотком на учительницу математики. Он ударил ее, когда она писала задание на доске. Затем он выбежал из класса и схватил за шею другого мальчика, но быстро отпустил его. Связанный с силовиками канал Мэш публикует видео с первыми секундами после нападения. После этого мальчик убежал в ближайший лес, но его задержали. Другой, связанный с силовиками канал База, пишет, что у него с собой был еще нож. Возможно, он мог готовить более крупное нападение. В школе у мальчика превосходные характеристики. О нем отзываются как о спокойном ребенке, поэтому случившееся для всех оказалось шоком. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Пострадавшей учительнице 69 лет. У нее диагностировано сотрясение мозга, рассечение кожи головы и другие травмы. Ее госпитализировали. В университете штата Флорида в Таллахассе стрельба. 2 человека погибли, 6 госпитализированы, в том числе и сам стрелок. Как сообщает канал NBC News, по предварительной информации, это 20-летний Феникс Айкнер, сын заместительницы шерифа, у которого был доступ к ее оружию. О его мотивах пока не сообщается. В местной больнице рассказали, что один раненый находится в критическом состоянии, остальные в тяжелом. Студентов среди пострадавших нет. В Белизе гражданин США убит при попытке угона самолета, в котором находились 16 человек, 14 пассажиров и 2 члена экипажа. 3 человека ранены, их доставили в больницу. Нападавший Акиньела Тейлор, американский военный, он достал нож и потребовал, чтобы его вывезли из центральноамериканской страны. В итоге один из пассажиров выстрелил в Тейлора, тот скончался на месте, а пассажир доставлен в госпиталь в критическом состоянии. У него ранения спины, повреждены легкие. В Италии, неподалеку от Неаполя, из-за непогоды оборвался трос фуникулера на горе Фаэта. 4 человека погибли, 1 получил ранение. Как пишет издание «Иль Джорнале», пострадавший 30-летний турист из Израиля. Он в больнице в тяжелом состоянии. 3 погибших также туристы. 4-й машинист. Ранее он считался пропавшим без вести. Еще 9 человек туристы, находящиеся в другой кабинке. Они зависли над пропастью после аварии, но их удалось благополучно спасти. Шведская компания IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России. Это следует из данных Роспатента. Его изображение представляет собой надпись IKEA черным цветом на белом фоне. Заявка была на рассмотрение в Роспатенте с 2023 года. Правообладатель — нидерландская компания Inter IKEA Systems BV. В заявке указано 18 видов товаров и услуг, в том числе мебель и лакокрасочные изделия. Впрочем, это еще не значит, что IKEA возвращается в Россию. Как пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на юристов, компании регистрируют такие заявки даже в тех странах, где не работают, чтобы защитить себя от конкурентов, которые могут попытаться перехватить известный товарный знак. Кроме того, в России есть механизм досрочного прекращения охраны товарных знаков в случае их неиспользования в течение 3 лет. Видимо, такого сценария в IKEA также опасаются, поэтому компания подает заявку на регистрацию снова. 74-метровую яхту Медведева купил деловой партнер Трампа Джон Сталупи, которого связывают с нью-йоркской мафиозной семьей Коломбо. Ранее яхта была известна как «Вселенная». Теперь же ее название «Казино Рояль». На соответствующую публикацию специализированного сайта Luxury Launches обратили внимание в издании Moscow Times. Стоимость яхты оценивается в $100 миллионов. Ранее издание «Проект» со ссылкой на источники писало, что судном владеет семья Игоря Юсупова, бывшего министра энергетики и миллиардера. А пользовался ей сам Дмитрий Медведев с сыном. У бывшего президента на лодке есть кабинет и спецсвязь, а в территориальных водах России ее часто сопровождали корабли ВМФ. В начале 2022 года она находилась в Италии, но чтобы избежать ареста, срочно покинула страну и через Турцию прибыла в Сочи. Ну
Новости футбола. Манчестер Юнайтед порадовал своих болельщиков феноменальной победой над Лионом в четвертьфинале Лиги Европы. Первая игра во Франции закончилась ничьей 2-2. В ответном матче на Олд Траффорд минувшей ночью англичане вели 2-0 после первого тайма, но затем пропустили 4 гола подряд. 2 в основное время и еще 2 в дополнительное. Причем Лион остался в десятером после удаления еще в основное время, но забил 2 мяча в меньшинстве. Вел 4-2 и уже практически праздновал победу. Однако Манчестер Юнайтед совершил настоящее чудо. Сократил разрыв в счете на 114-й минуте. Сравнял на 120-й и на 121-й минуте. Харри Магуайр принес Манчестеру шокирующую победу 5-4. Юнайтед вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с баскским Атлетиком. Алла Пугачева обратилась с благодарностью к своим друзьям, а заодно и к своим врагам за то, что не забывают ее. В инстаграме певица выложила видео после празднования своего дня рождения. Алле Борисовне на этой неделе исполнилось 76 лет. Спасибо всем поклонникам моим и врагам. Вы мне позволяете жизнь разукрасить разными красками. А я, конечно, внутри художник. И эта картина меняется постоянно. И мне очень интересно, как жизнь ее дальше нарисует. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео и ставьте лайки им тоже. Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал, ссылку вы найдете в описании к этому видео. Берегите себя, всего хорошего и увидимся.